Всех приветствую на своем канале. И сегодня мы займемся чисткой нашего Linux Mint. Вопреки всем мифам, мусор в Linux не тормозит систему, как Windows. Поэтому иногда о чистке можно забывать. Но это до той лишь поры, пока у нас не забьется наше место. Иногда, зачастую, у нас небольшие пространства, вот как у меня, допустим, вот у меня сейчас, несмотря на то, что я неделю назад чистил систему, хотя обычными методами там, а сегодня мы разберем еще дополнительный метод вместе с вами, у меня 29,6 гигабайт доступно. Не так много, но в принципе и не так и мало. Ну, почистим. Ладно. Итак, это я анализатор дисков открыл. Посмотреть. Это у нас он здесь. Можно вбить. В поиске. Анализатор использования диска. Вот он. Чтобы было понятно. Так, хорошо, свернем. Итак, все равно со временем наш Linux толстеет и занимает место. И что мы будем делать? Первым делом я хочу убрать, допустим, одну ненужную мне программу. Я использую Chrome. А Firefox, который встроенный, мне не нужен. У нас есть, в принципе, два способа, как убирать программы. Это через менеджер приложений. Вот я его уже открыл. То есть, вот, допустим, какой-нибудь Telegram. Нажимаем и удалить. Можно так. Но если вернуться к общему меню и пролистать все, то, допустим, Firefox я здесь не увижу, так как он был встроенный в Linux Mint изначально. Поэтому его он как системную программу, в принципе, нам не показывает в менеджере приложений. Поэтому мы его удалять будем через терминал. Вводим командочку сюда pt purge Firefox. Purge Firefox. Enter. Вводим пароль. Enter. Так, хотите продолжить? Да, Enter. Так, обрабатывается. Вычищаются файлы, настройки по петам. Все. В принципе, мы... И таким способом мы можем любые другие программы удалять. Вот, допустим, если мы откроем здесь стандартные, какие нам не надо, не знаю, может какой-то отдельный вы другой калькулятор можете поставить и потом удалить. Но единственное, что, к примеру, если я вот удалил Firefox, то до этого я установил Chrome, чтобы не было так, что я хочу использовать Chrome, но удалил Firefox, а потом мы остались без браузера. Ну, это, я думаю, и так всем понятно. Так, идем дальше. Потом вторая командочка у нас sudo apt auto-remove. Кстати, я все эти команды в закрепленном комментарии оставлю с описанием, если по видео будет непонятно.
Так, дальше. Напоминаю, сюда apt auto remove это команда почистить библиотеки, которые остались после удаления программ. То есть я удалил программку и сейчас почищу. Все. Sudo apt auto remove. Я еще хочу несколько программ там удалить, но я это не буду сейчас показывать, чтобы не затягивать видео. Мы сейчас все основное пройдем по чуть-чуть, чтобы было понятно. Нажимаем Enter. Так, все, почистили. Так, чистка старых ядер. Я уже ядра удалил, но я сейчас покажу, как это сделать. Мы заходим в менеджер обновлений. Так, менеджер обновлений. Сейчас немножко загрузится. У нас, кстати, там было какое-то обновление ядра. Ладно, мы пока это не будем трогать. Нажимаем на вкладочку «Вид», ядра Linux. Далее. И здесь у нас может быть очень много ядер, если система у нас старая. И, кстати, эти ядра могут занимать по нескольку гигабайт. Я удалил 1,4 гигабайта неделю назад или 3 дня назад. 3 дня назад. Вот. Не суть. Но у вас система, то, что еще использует, она вам не даст удалить. Вот, допустим, раз, она мне пишет установить, а вот удалить ядра внизу вот, она не загорается, не активно. То есть то, что не активно, ну, я в крайнем случае не советую удалять, потому что, ну, если честно, здесь, да, написано устарело, не вопрос, и я хотел через терминал, думаю, ну, может завис там графический интерфейс или что-то подобное, хотел почистить вот эти вот 3 ядра, но я их через терминал, есть специальная команда, я сейчас ее напишу в комментариях. Вот, то есть я ввожу вот это вот ядро, вот, с помощью той команды, начинаю чистить, а мне система пишет, она умная, говорит, это ядро используется, то есть часть этого ядра все-таки устарела, а часть все-таки используется. Но нижнее, у меня было еще одно ядро, к сожалению, уже не покажу, я не записал то видео. Там была вот эта вот вкладочка «Удалить ядра», она активная. Вот. И после того, как вы удалите те ядра, которые действительно не нужны системе, и она даст вам удалить, вы там пару гигабайт, а может и 4,5 гигабайт освободите, если старая система, обязательно обновляем загрузочное меню. Это с помощью команды sudo apt grab. Это я тоже обязательно в комментарии закрепленном напишу. Так, идем дальше. Терминальная гигиена. Теперь очистим кэш обновлений и системные журналы, которым больше недели. Так, это мы делаем через терминальчик. Так, это мы позакрываем. Развернем, наверное, терминал, чтобы было лучше видно. Так, первая у нас командочка. Удаляем скачанные установщики sudo apt clean. Так. Так, это украинский. Так. Enter. Готово. Потом вторая команда. Стираем старые логи. Sudo journal. CTL.
вакуум. Time 7D. То бишь мы оставляем вот логи за последние 7 дней и все, не больше, не 20 там дней, не... Они хранятся очень долго. Очищаем, они нам не нужны. Enter. Готово. Так, теперь чистим эскизы картинок. Это вот, допустим, я с фотографиями, там с видео часто работаю, и у меня, ну и плюс там что-нибудь смотрим в Телеграме, у нас много остается вот этих всяких эскизок картинок. Так, сейчас мы... Я уже приготовил ее, чтобы не писать. То Enter. Все, готово. Так. Ну и финальный штрих. У нас есть такая программка. Мы можем в менеджере приложений скачать Bleach Bit. Я ее уже скачал, дабы не занимать ваше время. Bleach Bit. Вот. Запускаем ее, ставим везде галочки. Все, что лишнее, это именно обычный Bleach Bit без root прав. Вот. Лишнее оно нам не даст удалить. Вот здесь треугольнички, это только с root правами, и лучше туда, ну, на мой взгляд, не лезть. Журнал, временные файлы, все там куки, журнал форм ввода. Смотрим здесь вот предпросмотр, нажимаем. Вот у нас файлов для удаления 173. В принципе немного, но 156 мегабайт мы освободим. И нажимаем очистка. Этой программкой я, допустим, могу пользоваться там чуть ли не каждый день. Хотя, как бы, все равно системе будет легче немножко дышаться. Она аналог CC Cleaner, наверное, на Windows. Как-то так. Ну, в принципе, и все. Теперь посмотрим на наш анализатор. Сейчас мы его немного, если помните, 400 мегабайт я освободил. Но если бы я еще удалил ядро какое-нибудь старое там, и если бы я 3 дня назад чистку не делал и еще пару программ удалил, то добавилось бы еще какое-то определенное пространство. Допустим, если у меня на старой машине Dell там всего этот самый SSD-шник у меня на 120 гигабайт, то для меня гигабайт, 500 мегабайт это тоже важно в некоторой степени. Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотры. Если был полезен, вы знаете, что делать. А мы пока на этом с вами прощаемся.